Всем привет, друзья! Я сейчас расскажу про основную причину выхода из строя датчиков температуры. Неважно, передает этот датчик показания на ИБУ или это датчик для указателя температуры на панель приборов. Я разбирал немало датчиков. Какие-то датчики мне удавалось восстановить, какие-то нет. Это только малая часть осталась. Проводил эксперименты. В общем, и у меня сложилось уже какое-то мнение. Датчики температуры на разных авто могут отличаться. Бывают и совмещенные датчики с несколькими контактами. Бывают с двумя, а бывают с одним. Там минус берется непосредственно с массы. Все датчики температуры, которые передают показания на ИБУ и на панель приборов, примерно работают по одному принципу. Вкратце, как работает датчик температуры. Минус через датчик подается на ИБУ. В ИБУ, в схеме ИБУ имеется плюс. Вот по этому напряжению ИБУ ориентируется, сколько подавать топлива на форсунку, ну или на форсунки, если несколько форсунок. Под воздействием температуры, когда антифриз нагревается, сопротивление уменьшается, и получается, как будто бы плюс проседает на массу. Ну, что-то типа как нагрузка. Нагрузка увеличивается, и напряжение уменьшается. Чем больше прогревается двигатель, тем меньше напряжение, и тем меньше топлива подается на форсунки или форсунку. По мере прогрева двигателя напряжение на датчике должно уменьшаться. Оно не должно плавать, скакать, а равномерно уменьшаться. У меня двигатель прогрет, зажигание сейчас включено, показывает 0,73 вольта. Особой точности здесь не надо, но напряжение под воздействием температуры должно падать. Датчик температуры для панели приборов работает примерно точно так же. Минус подается в панель приборов, но в панели приборов имеется стабилизатор, который выдает плюс 10 вольт. Поэтому напряжение в щитке приборов никогда не меняется. Чем меньше сопротивление, тем больше стрелка отклоняется. Ну и показывает, что двигатель нагревается. Все очень просто. Бывают датчики двухконтактные, бывают датчики четырехконтактные, совмещенные. Отсюда передаются показания на ЭБУ и на панель приборов. В общем, конструкций разных много. Бывают и одноконтактные, там минус берется непосредственно с массы. Многое зависит от конструкции датчиков, от материала изготовления. По мне, так вот такие датчики будут понадежнее, чем вот такие. Но опять же зависит все от материала, от сборки. Здесь виднеется медь. Это более старый датчик, он рабочий. Вот датчик температуры, передающий показания на панель приборов. И видно, что у него верхняя часть проворачивается. Ни о какой герметичности здесь речи уже и не идет. Тут состояние ужасное. Этот датчик можно просто выбросить. А так, на 80% они ремонтопригодные. Я отремонтировал много датчиков, и они некоторые работают до сих пор. Так, основная неисправность всех датчиков температуры – это нарушение герметичности. Как известно, все физические тела при нагревании расширяются, а при охлаждении сжимаются. Датчик температуры работает в большом диапазоне температур, особенно зимой он многократно подвергается расширению, многократно охлаждается, многократно нагревается. В местах соединения образуются щели, через которые попадают вода, грязь, пары антифриза и так далее. Контакты ржавеют, окисляются, и датчик, грубо говоря, начинает врать. Как правило, сопротивление у такого датчика начинает плавать или выше нормы.
Отсюда и повышенный расход топлива. Также многое зависит от конструкции датчика. Есть более надежные, есть менее надежные. Ну и, естественно, от производителя и материалов изготовления. Может датчик быть заводской, а могли его сделать в подвале, допустим, кустарным способом. Еще есть мнение, не знаю, насколько оно достоверно, если часто высокая температура, допустим, выше 100 градусов, то сам элемент не выдерживает и перегорает. Чисто теоретически такое возможно. При высокой температуре сопротивление уменьшается и, соответственно, увеличивается сила тока. К примеру, если некачественный резистивный элемент, он может перегореть или выйти из строя. Возможно, датчики можно промазать высокотемпературным герметиком, особенно те, у которых конструкция не очень герметичная. Бывают датчики даже новые, у которых пластиковая часть, пластмассовая, уже прокручивается в металлической. Естественно, если его не сделать герметичным, он долго не проработает. Ну что, друзья, вот такие мои наблюдения. Я восстановил много датчиков. Достаточно их разобрать, почистить, собрать, сделать герметичными, и они работают долгие годы. Пишите комментарии, ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока.